Всем привет! Я Антон Катков, вы на моем канале в рубрике про тэквондо. Здесь я с удовольствием делюсь своим опытом и знаниями об этом виде спорта. Подпишитесь и обучайтесь. В этом выпуске мы разберем удар кулаком, а именно варианты исполнения. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца, и я расскажу вам про свой любимый вариант, который можно увидеть на соревнованиях достаточно редко. Если вернуться лет так на 10 или 15 назад, то мы увидим, что удар кулаком выполнялся исключительно вторым номером. Да и выполнялся он достаточно редко, поскольку судьи его не оценивали или оценивали, но неохотно. Поэтому раньше удар кулаком предполагал обязательное продолжение технических действий. Вернемся в настоящее время. Теперь, когда джумок имеет полноправную оценку в 1 балл, используют его весьма часто. Если раньше рукой били только от второго номера, то теперь заработать балл кулаком можно еще и в атаке. Поэтому первая классификация этого технического действия в атаке и в контратаке. Кстати, кто знает, почему в старом тэквондо не били рукой в атаке? Напишите в комментариях ваши мысли по этому поводу. А сейчас мы рассмотрим удар кулаком в контратаке, то есть вторым номером. Самый частый случай, который можно увидеть на соревнованиях, это когда один спортсмен бьет ближней ногой, а второй отвечает через этот удар кулаком. Как это выглядит? Вариантов несколько. Первый вариант – бьем рукой на этапе подъема ближней ноги соперника. Мы видим, что противник готовит удар впереди стоящей ногой. Но если мы его подожмем и дистанция для него окажется неудобной, то наша рука ударит быстрее, чем его нога. Поэтому, как только он поднимает переднее бедро для атаки, мы придерживаем его передней рукой, а второй пробиваем кулаком навстречу. Второй вариант. Бьем рукой на провале или сразу на опускании ноги. Сюда же можно добавить вариант через контроль передней рукой. Например, во время атаки соперника подцепить рукой ближнюю ногу оппонента, протянуть атаку на себя, провалив его ближнюю ногу и ударить кулаком. Разумеется, это нужно делать скрыто, иначе получите штрафной балл за захват. Таким же образом можно убрать ногу рукой в сторону и ударить кулаком. Третий вариант через подбив. Соперник выполняет удар ближней ногой. Мы выполняем подбив, сверху контролируем рукой, чтобы избежать перевода. Таким образом соперник лишается возможности сделать переключение атаки, а мы выполняем удар кулаком. Ну и наконец четвертый вариант, о котором я говорил в начале выпуска. Одно время я использовал его очень часто, это удар кулаком после защиты руками, практически из клинча. В какой-то момент я отработал джумок настолько хорошо, что мог исполнять его без разгона с очень короткой дистанции. При этом судьи его оценивали. Чаще всего я его бил в открытой стойке после удара соперника дальней ногой в открытую часть жилета, либо после удара соперника из клинча. То есть я пускал оппонента в рабочую зону, либо ждал, пока он откроется во время своего удара из клинча, и после этого бил кулаком. Почти похожая ситуация получалась также в открытой стойке, когда соперник бил ближней ногой в голову, я делал уклон, оставаясь на месте. Таким образом, соперник оказывался достаточно близко, чтобы получить джумок. Итак, мы рассмотрели основные варианты удара кулаком в контратаке. Если было интересно, поставьте лайки и поделитесь этим видео с друзьями.
А пока я сделаю для вас материал для удара кулаком в атаке. Спасибо за внимание. Увидимся.